Критика несет в себе мощный отрицательный заряд, который разрушительно действует на подсознание и сеет в душе сомнения. Для того, чтобы эффективно решать трудные моменты в отношениях и добиваться успеха, необходимо быть готовым к тому, что ваша точка зрения обязательно будет подвергнута сомнению. В этом видео я расскажу вам про ошибочные реакции на критику и методику использования обезоруживающих приемов. Подписывайтесь на мой канал и смотрите далее. Для начала расскажу про привычные ошибочные реакции на критику. Оправдание – это тактика убегания. В ответ на критику вы начинаете говорить, что замечание несправедливо и вы не виноваты, и приводите многочисленные доводы в свою защиту. Почему это ошибка? Во-первых, потому что оправдываетесь и занимаете униженную позицию, похожую на детскую. Во-вторых, оправдания чаще всего никому не нужны. Контратака или тактика «ответный удар». Вы думаете, что говорите «сам такой, от такого слышу, посмотри на себя». В ответ на критику вы сами обрушиваетесь с критикой. Почему это ошибка? Многие вспоминают поговорку «лучшая защита – это нападение», но контратака всегда провоцирует конфликт. Молчание – это тактика замирания. Вы молча слушаете критику и оскорбления и думаете, наверное, так: слово серебро, молчание золото. Конечно, лучше молчать, чем оправдываться и кидаться в драку. Но точно известно, что молчать тогда, когда вас оскорбляют, очень вредно для здоровья. Поэтому, не отреагировав правильно, вы глотаете оскорбления, накапливаете их внутри, и они порождают комплексы неполноценности, которые растут, как снежный ком. Существует два варианта: либо молчание – знак согласия, либо ты молчишь мне назло, и тогда молчание заводит критикующего еще больше, и у вас получается конфликт. Одним из полезных методик общения считаются обезоруживающие приемы. Используя их, вы находите правду в том, что говорит другой человек, даже если кажется, что его слова совершенно необоснованы и несправедливы. Соглашаясь с критикой, вы обезоруживаете критикующего. Обидное замечание задевает вас настолько, насколько вы сами наделяете его обидной силой и насколько сами понимаете, что обидчик прав. Закон противоположности состоит в том, что когда вы пытаетесь защитить себя от критики, которая кажется вам несправедливой или неправильной, вы мгновенно доказываете, что критика в ваш адрес совершенно справедлива. Это парадокс. Например, муж говорит жене: «Ты никогда меня не слушаешь». Жена ничего не ответила и проигнорировала его. Она почувствовала, что его критика настолько смехотворная, что не стоила внимания. Парадоксально, но она доказала мужу, что он прав, так как проигнорировала его. Она слова мужа не слушала. Если бы жена хотела воспользоваться обезоруживающими приемами, она бы ответила так: «Ты прав, трудно признать, я понимаю, что я не особо хорошая слушательница. Ты пытаешься сказать мне, что я давно тебя игнорирую. Должно быть, ты расстроен. Давай поговорим об этом». Когда жена признается, что она не слушала и избегала его, она показывает, что все-таки слушает его. А это именно то, чего добивался муж все 35 лет. В минуты огорчения всем хочется понимания. И это основа доверительного, хорошего общения. Обезоруживающие приемы дают потрясающий эффект, но это самый трудный метод освоения. Причин тому несколько. Прежде всего, на пути встает гордыня. Больно признаться, что вы не правы или что упали в чьих-то глазах. Еще труднее, если вы неравнодушны к тому, кто вас критикует, и он прав. Никому не хочется чувствовать поражение, никому не нравится слушать, какой вы плохой отец или мать, и что вы обидели того, кого вы любите. Это ужасно стыдно. Стыд – одна из больших преград на пути к доверительным отношениям. Страх и недоверие способны помешать обезоружить того, кто вас критикует или злится на вас. Вы можете подумать, что если признаете его правоту, случится что-то ужасное и стараетесь защититься. Вы думаете, что нападки выйдут из-под контроля и настаиваете на том, что собеседник не прав. Фактически страх дает обратный эффект. Когда вы боитесь признать правду слов другого человека, негативные чувства накапливаются, и он обычно нападает на вас еще более активно. Но когда вы соглашаетесь с ним и находите правоту в его критике, пыл собеседника остывает, и вы становитесь одной командой. Осваивать эти приемы мешает внутренний голос, который говорит: не соглашайся с ним, все, что он говорит, совершенная ложь.
Если прислушаться к этому голосу и перейти к обороне, вы почти наверняка перейдете в конфликт. Всегда старайтесь напомнить себе, что когда критикуют, стараются сказать что-то важное, и отчасти они правы. Задача состоит в том, чтобы внимательно слушать и услышать то, что он пытается сказать, а не цепляться за ту часть его слов, которая кажется несправедливой. Если вы научитесь делать это, то будете способны на чудеса взаимоотношения с людьми. Однако придется сознаться, что критика действительно справедлива, а признать это следует доброжелательно и проявить уважение. В любой критике всегда много правды, но если вы не способны увидеть ее в словах другого, или если вы обижены, рассержены и не желаете ее признать, обезоруживающие приемы вам не помогут. Мой знакомый Степан никогда не мог согласиться с женой в том, что он упрямый. Он говорил: «Это полная чушь». Когда Степан заявлял, что он не упрям, то выглядел чрезвычайно упрямым. Это хороший пример закона противоположностей. Когда вы отрицаете критику, то практически всегда сами доказываете, что критика обоснована. И наоборот, когда вы соглашаетесь с критикой, то разоблачаете лживость такого высказывания. В результате собеседник выглядит совершенно в ином свете. Но это очень трудно. Ваш собственный взгляд на ситуацию и стресс может затуманить сознание, и вы не увидите, как можно согласиться с другим человеком. Вот несколько подсказок, которые помогут вам справиться с освоением обезоруживающих приемов. Прежде всего, попытайтесь переделать неопределенные общие замечания в конкретные. Например, вообразите, что вам после ссоры говорят: «Ты идиотка». Вы можете расстроиться, и вам захочется заступиться за себя. Вместо этого вы скажете нечто подобное: «Я чувствую, что мое замечание тебя расстроило. Очень сожалею, что у меня так получилось. Скажи мне, что ты чувствуешь?» Заметьте, что вы переделываете общее, довольно неопределенное значение в осмысленный диалог о том, что расстроило вашего собеседника. Такой ответ предполагает сотрудничество. Во-вторых, помните, что, используя обезоруживающие приемы, не надо буквально соглашаться с критикой. Вместо этого вы можете согласиться с настроением, с которым она была высказана. Кроме того, ваш ответ ни в коем случае не должен ранить чувства другого человека. Старайтесь отвечать тактично и с уважением. Например, кто-нибудь сказал вам: «На самом деле ты совсем меня не любишь». Вот плохой пример обезоруживающего приема. «Ты прав, я тебя не люблю и не думаю, что тебе еще кто-нибудь может выдержать. Даже твоя собственная мать, наверное, тебя не любит». Несмотря на то, что такие слова похожи на обезоруживающий прием, на самом деле это способ выразить свою недоброжелательность. Теперь хороший ответ. «О, как ужасно слышать такое от тебя, но я согласна с тобой. Давно заметила какое-то напряжение в атмосфере, и мне неловко. Я тоже расстроилась. Давай поговорим об этом. Твоя дружба очень много значит для меня. Скажи, что я сделала не так и что тебя расстроило». Этот ответ обезоруживает собеседника и не унижает его, не отталкивает, и трансформирует общую критику во что-то конкретное. Вы признаете, что плохо ладите и что вы ее не поддержали. Парадоксально, но другой человек вдруг чувствует, что вы действительно неравнодушны. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь и смотрите новое видео. На следующей неделе я расскажу, почему не надо при ответах на критику использовать частицу «но». Желаю вам получать удовольствие от общения. До новых встреч!